Такая маленькая, тоненькая и абсолютно незаметная, но совершенно необходимая деталь в посадке орхидеи, которая полностью развяжет вам руки. За этой мелочью вам даже не придется идти в магазин, ведь такая деталь есть у каждой женщины и абсолютно бесплатно. Ею можно пользоваться, а можно не пользоваться. Все на ваше усмотрение. С нею вы свободно уедете в отпуск на любой срок. 2 детки белой орхидеи с одного материнского растения у меня дома. Из Москвы во Владивосток. Искупала, утопила и в разные посадки посадила. Или какую посадку выбрать для новой орхидеи. Об этом и многом другом вы узнаете из сегодняшнего видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Для тех, кто торопится и кого интересуют конкретные вопросы, в описании под видео и в первый закрепленный комментарий под ним я добавлю тайм-коды или временные коды для удобной навигации по видео. А для всех остальных, кто никуда не торопится, я расскажу всю историю более-менее подробно и досконально. В чате премьеры предыдущего видео зрители канала стали восхищаться белой крупноцветковой орхидеей. А я написала, что чисто белых орхидей в моей коллекции нет. Ни одной. Нет и не будет, пошутила я, пока вы, мои дорогие зрительницы, не вырастите деток своих белых орхидей. А вот когда вырастите, пришлете их мне. Каково же было мое удивление, когда в тот же вечер я получила на почту письмо. А утром следующего дня трек-номер с отправлением посылки из Москвы во Владивосток. Владивосток далеко, но ведь это город-то Нашинский, говаривал Владимир Ильич. Почта России и ее отправление 1 класса сокращают расстояние между людьми, и посылка из Москвы во Владивосток преодолела расстояние в 10 тысяч километров за 4 дня. Отправленная 6 апреля утром в Москве, 10 апреля утром она уже прибыла в место вручения во Владивостоке. К слову сказать, посылка из Португалии преодолела еще большее расстояние ровно за 2 недели. Посылка была отправлена из Лиссабона во Владивосток. В посылке из Москвы, как и было обещано, 2 детки белой орхидеи. Детки выросли на цветоносах, образцы грунта и сопроводительная записка. Здравствуйте, Наталья! Принимайте малышей. Они выращены с любовью, хоть и с ошибками. Уверена, что им у вас будет хорошо. Блестящие капельки на листьях – водный раствор кавказского меда. В пакете немного их родного грунта, немного приучены к солнцу. Чуть-чуть. С уважением, Терехова Елена, 6.04.23. Каждая часть маленькой орхидеи отдельно бережно укутана в мягкую бумагу. Каждый листок отдельно, а открытая корневая система отдельно. И вот из упаковочного материала на естественный свет появляется сначала первая детка орхидеи, а затем и вторая. Давайте оценим первичное состояние растений после получения. У первой малышки 3 листа, 4-й лист пожелтел и был отрезан, а у второй малышки 2 листа. Всего за 4 дня пути с открытой корневой системой тургор листьев у обеих орхидей значительно снижен. А это значит, что несмотря на то, что корневая система обеих малышек достаточно хорошо развита, веломен на корнях этих орхидей сформирован неправильно и не может удерживать воду долго. Именно этим фактом мы и будем руководствоваться, размещая эти орхидеи в новые посадки.
Но прежде чем это сделать, я напою обе орхидеи после длинного пути. В моем уходе за орхидеями нет места мифам, страхам и прочим суевериям. Я точно знаю, что орхидеи не боятся воды, поэтому сразу после прибытия все новички отправляются прямиком в душ. Орхидеи буквально топятся в воде вместе с листовой массой и корневой системой, целиком и полностью. Одновременно производится и профилактика орхидей от вредителей, то есть механическим образом смываются сами вредители, если они имеются, и их яйца, причем смываются отовсюду, начиная от самых потаенных мест листовых пазух и до корней. Одновременно с этим орхидеи полностью напиваются, используя для потребления воды и листовые пластины, и корневую систему. После водных процедур в душе какое-то время орхидеи будут находиться в воде в обыкновенном тазу, сначала опускаясь корневой системой в воду, а затем листьями в воду. Через какое-то время и листовые пластины, и корневая система станут очень эластичными и полностью погрузятся в емкость с водой. Обратите, пожалуйста, внимание на свои экраны, если вы чем-то заняты и просто слушаете видео. Орхидеи находятся полностью под водой. Самые любопытные наверняка спросят, чем и зачем связаны листья орхидеи. Вы не поверите, но это обыкновенные разрезанные мужские носки. Именно из них получаются самые лучшие, мягкие и эластичные резиночки для листьев орхидей. Именно с помощью этих эластичных полосок из носков я формирую то положение листьев орхидей, которое удобно мне. Именно в таком положении листья останутся после того, как полностью наберут тургор. В это же самое время я принимаю решение об определении двух этих орхидей с одного материнского растения в разные системы посадки. Это будет очень показательно. Две орхидеи, выросшие на цветоносах одного и того же материнского растения, с одним и тем же генетическим кодом, будут выращиваться в одних и тех же условиях, но в разных системах посадки. И мы сможем отследить, в какой из систем посадок орхидея будет развиваться быстрее. Первая система открытая. Это даже не посадка в моем случае. Я просто поместила в пустую стеклянную вазу одну из деток орхидей, чтобы обсохнуть. А она так хорошо в нее села, что тут же появилась идея так и оставить эту малышку в этой пустой вазе. Вторая система посадки классическая, в пустое пластиковое кашпо с огромным количеством вентиляционных отверстий в нем. И, конечно же, в эту посадку мы добавим ту самую маленькую и тоненькую самодельную деталь, которая полностью развяжет нам руки. Особенно это актуально в летний период, когда многие из нас покидают свои орхидеи, уезжая в отпуск. Чтобы использовать эту мелочь в посадке с орхидеями, вам даже не придется выходить из дома, не придется посещать хозяйственные магазины и искать бельевые веревки. Я уверена, что у каждой женщины этого добра предостаточно. И сейчас я говорю об обыкновенных капроновых колготках, гольфах или чулках. Обрезаем мысок и надеваем капроновое изделие на 2-литровую пластиковую бутылку, используя ее как катушку. И нарезаем по кругу самодельный фитиль любой толщины, которую вы хотите использовать.
любой толщины и любой длины, ведь нарезать вы будете по кругу, пока капроновое изделие не закончится. Чуть позже вы увидите этот самодельный фитиль в действии. Обычно я не занимаюсь такой самодеятельностью, сделала это исключительно для вас, ведь многие так и не смогли подобрать хорошо водопроводимый материал, а такой самодельный фитиль из капроновых изделий во все времена работает безотказно. В качестве субстрата для этой посадки мы используем всего два основных классических компонента. И это кора хвойных пород деревьев и обыкновенный лесной мох. В моем случае это городской мох из сквера рядом с домом. Кору я предварительно порезала секатором на достаточно мелкую фракцию, размер кусочков от 1 до 2 см. Мох буду использовать в том числе и как дренаж, уложив его по кругу в функциональное углубление на дне горшка. После купания в тазике с водой корневая система орхидеи становится очень эластичной, и корни принимают ту форму, которая удобна мне. Заворачиваю корневую систему, помещаю ее в ладонь, и это значит, что она прекрасно уместится в горшок объемом 0,8 литра и диаметром 12 сантиметров. Куда подвожу фитиль? Я много раз рассказывала об этом. Фитиль я всегда подвожу односторонне, чтобы у орхидеи был выбор – растить свою корневую систему поодаль от фитиля или поближе к нему. Фитиль подводится снизу до основного скопления корневой системы орхидеи. Не выбирайте для новых посадок слишком большие и объемные горшки. Это главная ошибка новичков. Подбираем горшок строго по размеру корневой системы растения, даже без запаса. Ведь чем быстрее орхидея освоится в новой посадке, чем быстрее почувствует своей корневой системой стенки горшка, тем быстрее и эффективнее начнет развиваться и быстрее зацветет. Вторая основная ошибка новичков – использовать в посадке молодых орхидей слишком крупный или невлагоемкий субстрат. Посмотрите на свои экраны. Слева образцы субстрата, которые использовались в прежней посадке, а справа тот субстрат, который буду использовать я. На мой взгляд, разница значительна и очевидна. Большие куски коры из прежней посадки я измельчу секатором и тоже добавлю в новую посадку, так же как и остатки мха прежней посадки и кокосовое волокно. Заполняем подготовленным субстратом все пустоты в горшке и получаем вот такой результат. Он на вашем экране. В первые дни адаптации обе орхидеи будут находиться в очень светлом помещении юго-восточной ориентации без доступа прямых солнечных лучей при постоянном искусственном освещении в непосредственной вблизи от светильника. Расстояние от светильника не более 10 сантиметров. Мощность светильника 14 Вт, цветовая температура 6500 кельвинов. И только начиная с 3-х суток пребывания дома я начинаю постепенное приучение орхидей к солнечному свету, в том числе прямым солнечным лучам в утреннее время. Обе орхидеи начинают получать от 15 до 30 минут прямых солнечных лучей в день на подоконниках окон северо-восточной ориентации. В ранние утренние часы на северо-восточной стороне солнечная активность невелика и никак не вредит орхидеям, не приученным к солнцу. Напротив, прямые лучи солнца стимулируют начало фотосинтеза в листовых пластинах орхидей. А теперь давайте оценим состояние обеих орхидей через 3 суток после получения.
Обе орхидеи полностью восстановили тургор листьев. Листья у обеих располагаются торчком вверх. Как я поливаю обе эти орхидеи в условиях тотальной нехватки времени? И здесь мне на помощь приходит та самая тонкая и незаметная деталь, о которой я говорила в начале видео. Здесь мне на помощь приходит самодельный и абсолютно бесплатный фитиль из капронового гольфа. Причем использовать его можно для обеих систем посадки. На ваших экранах микрополив без участия человека орхидеи в открытой системе посадки. Абсолютно то же самое вы можете проделать и с классической системой посадки, если вы забыли заблаговременно поместить фитиль внутрь горшка. Субстрат сверху не пересыхает, он равномерно увлажнен, что стимулирует корнеобразование от ствола орхидеи. И в этом вы сейчас убедитесь. На момент этой съемки орхидеи всего 3 суток дома. И вы посмотрите, у орхидеи уже начался новый процесс корнеобразования от ствола. Для экономии места на подоконнике я и вовсе усовершенствовала систему. Теперь из одной емкости пьют сразу 2 орхидеи. Орхидея в классической системе посадки с помощью фитиля, размещенного внутри посадки, а орхидея в открытой системе посадки с помощью внешнего фитиля. Теперь я абсолютно спокойна за новые орхидеи. Я точно знаю, что они всегда будут равномерно влажными и никогда не будут испытывать недостатка воды. В открытой системе посадки очень интересно наблюдать за работой фитиля, как он подает воду корням. Посмотрите, с какой периодичностью падает капля воды. И это еще раз доказывает прекрасную функциональность самодельного бесплатного фитиля из капроновых изделий. Скорость и количество подаваемой воды можно регулировать толщиной фитиля и его положением. С помощью длинного чулка вы можете создать фитиль любой длины и использовать одну емкость для полива сразу нескольких орхидей. Только сегодня в комментариях у меня спрашивали, как организовать полив орхидеи в открытой системе без участия человека на 5-7 дней. И вот вам ответ. Уверена, даже на ярком солнце при такой системе полива ваши орхидеи не только не пересохнут, но и наберут просто великолепный железобетонный тургор листьев. Обратите внимание, несмотря на то, что вода капельно, медленно, постоянно поступает в посадку орхидеи, она не скапливается на дне, а потребляется орхидеей. Если же ваши вновь полученные орхидеи не имеют функциональной корневой системы, помните, что основное потребление воды они будут производить с помощью листовой массы. Здесь вам помогут каждодневные и многоразовые опрыскивания. Производим равномерное опрыскивание с 2 сторон листовых пластин фаленопсиса. Приоритетным является опрыскивание нижней или тыльной стороны листа орхидеи. Капли воды, попадая на тыльную сторону листьев орхидеи, механически раздражают устьичные щели, заставляя их растягиваться. Повышается тургорное давление листа орхидеи и начинается активный забор углекислого газа. В дневное время запускается процесс С3 пути фотосинтеза, тем самым орхидея начинает работать на полную мощность и в дневное время, и в ночные часы. Ведь орхидея – это одно из самых универсальных растений на Земле. Я надеюсь, это видео окажется полезным многим, и многие по достоинству оценят его.
А я, в свою очередь, от всего сердца хочу поблагодарить Елену Терехову за предоставление этих орхидей на канал в качестве обучающего материала для создания видео. В дальнейшем на примере этих орхидей мы будем наблюдать, какая из систем посадки более эффективна, в какой из них орхидея быстрее зацветет. А как думаете вы, какая из орхидей в открытой или классической системе посадки быстрее зацветет? Напишите свое предположение в комментариях. А пока вы пишете, я напомню вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.